Да. Там сейчас жена нашего очнувшегося подъедет. Вы ее пропустите, ладно? Здрасте, девушка. А вы кто? Мая наш город отметил 1008-й день рождения. Праздник прошел под эгидой Ярославль гостеприимный, приглашая жителей и гостей города на прогулку по символичному туру из 12 площадок, на которых был представлен исторический и современный Ярославль. Весь день гости фестиваля пробовали традиционные блюда на гастрономической ярмарке и изучали местные ярославские ремесла. Кульминацией праздника стал фестиваль красок «Холи», на котором все желающие могли раскрасить себя и окружающих яркими цветными порошками. Позвони еще раз. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. А ты что, о ней совсем не волнуешься? Боже мой, Верочка, ну как же так можно? А кто это отстирывать будет? Ба, она не настоящая. Ну, Вер. я знаю все, что ты мне сейчас скажешь. Ты сама забраковала Антона. А теперь где уж мне с ним встречаться? Антон, иди сюда. Здрасте, тетя Ира. Я не стал заходить. Ничего не хочешь мне сказать? Например, спасибо, что я тебя Вере не сдала. Но взамен я хочу, Я чтобы… так и знал. Вы хотите, чтобы мы расстались с Верой, правильно? Но это вряд ли мне под силу. Я хочу, чтобы она была в безопасности. Если вы насчет кетамина, то это уже не моя тема, правда. Эта девочка Ксюша, ну, у меня всегда перед глазами. Но если окажется, что ты соврал… Давай. До свидания, тетя Ира. Мам, давай только не сейчас. Прости меня. Тебе и так тяжело. Все. Проснулся Лев. Дети! Степа, Ваня! Ой. Вера! Ой, Че такая тишина-то? Ой, хорошо. Мамуль, здесь сегодня объявляется выходной. да ты что? Я весь дом беру на себя. Ой. Обед приготовлю там. Ага. Кстати, может, Вовчика позвать все-таки? Член нашей семьи. Ну, конечно. Сейчас вот ребят приведет,
А что, они с ним? Да, они пошли зверей смотреть. Ну, в зоопарк, наверное. А почему я ничего об этом не знаю? Он звонил. Но ты так крепко спала, я просто жалко было тебя будить. Блямкал все утро, я его выключила. Что сказать-то? Ой, простите, я только сейчас заметила. Блин. Про завтрак, про завтрак. Это не Вовчик. Мамуль, надо на работу на секунду. Что, выходной? Знаешь что? Убийцы, в отличие от офисных работников, они не сплют. Трудовое законодательство. Не дома, какие сплошные убийцы. Вот. Ой, ой, ой. Животноводческая ферма? А почему мы? Ну, а кто еще? Я просто подумал, что тебе будет полезно отвлечься от разных мыслей. Да? Ну, спасибо, конечно, но, честно сказать, я бы лучше выспалась. Сейчас у тебя весь сон как рукой снимет. В морозильной камере? Так, ребят, не отстаем. Возвращаемся в автобус. Быстрее, быстрее, быстрее. Не отстаем. Ну, в общем, они открыли морозильную камеру, а там и все это на глазах у детей, которые приехали на экскурсию. Какому идиоту пришло в голову отправить второклассников в разделочный цех? Я бы этим родителям просто по ушам бы надавала. Мама, там трупешник. Ничего себе. Это называется зоопарк? Мам, там трупешник. Зоопарк, стой. Здрасте. Стой. Слушайте, мальчики, я сейчас на работе, мамочка на работе, поэтому ступайте домой, мне дома все расскажете, да? Все. Привет, привет. Пока. Ой. В зоопарке, да? Что это значит? Ну, а ты вообще-то в дневники детей своих заглядываешь? А здесь работает мама их одноклассница. Экскурсию организовали. Ой. Здравия. Всех просили. Патологоанатома среди родителей нет? Чтобы в морг сводили, знаешь? Тоже познавательно. Ну, а ко мне какие претензии? Все вопросы к родительскому комитету. Я просто помогал. Каждый мучает, да? Ты весь насквозь пропитан этим запахом. Слушай, у меня в голове не помещается. Как ты мог отправить детей на скотобойню? Я ветеринар, я не веган. А ты, кстати, тоже от колбаски-то не отказываешься. А вот от запаха фермы тебя воротит. Да, и, кстати, не надо за детей переживать так. Они гораздо сильнее, чем кажется. В общем-то, есть кого. В следующий раз, когда захочешь выступить в роли воскресного папы, поставь меня в известность. Все хорошо. Руки убери. Мы свободны, гражданин начальник? Самое то. Чекан. Надежда Александровна, владелица фермы. Убили пневматическим пистолетом. Таким тут свиней забивают. А Снегурочка-то в теле. Ой, серьги с брюликами. А аппаратик копеечный. А что здесь так натоптано-то? Так свиньи бегали. Камеры проверили? Нет еще. Рискну предположить, что смерть наступила вчера во второй половине дня. Почему вчера? Точное время смерти и причину установим при вскрытии, но навскидку могу предположить, что между 15 и 17. Давай пари, если я прав, с тебя шоколадка. Да, я с вами спорить не буду, я и так верю. Амелина, Елена Викторовна, заведующая отделом кадров. Мне позвонили, я сразу приехала. Она была моей близкой подругой. Мы со школы дружили. Понятно. А мог кто-нибудь из сотрудников желать ей зла? Нет, что вы. Ее все любили. Вы знаете, с начальством никогда не знаешь точно, где заканчивается любовь, а где начинается. Нет, только не Надя. Она всем помогала. Зарплату авансом давала.
А у одной сотрудницы мама заболела, так она сиделку наняла. Я не понимаю, я не знаю, кто мог желать ее смерти. Ну, а помимо сотрудников, семья, знакомые, может быть, даже коллеги по бизнесу? Есть один тип. Петр Бабурин. А, это этот зеленый активист, что ли? Ну да, я видела про него сюжет. Он у нас здесь пикет устроил. Требовал, чтобы мы закрыли ферму. Якобы она не соответствует нормам забоя скота. Недавно модернизировали все цеха. Такое дело. Тут нет ни одной видеокамеры. Как нет, я сама сегодня видела. Это мой леший. А зачем? Чтобы у сотрудников не было соблазна воровать. Ваша Наденька не так уж и проста. Ир, ты в порядке? Ты тогда включайся, ладно? А то мне одной тяжело говорить. Хорошо. По-моему, ты здесь. Что? Здрасте. Мы из полиции. Вы Стас? Ваша мама Надежда Александровна? На самом деле, держитесь, у нас для вас не очень хорошие новости. Тело вашей мамы нашли сегодня на ферме. Вы меня слышали? Вытащите бананы из ушей. Ты нас понял? Маму твою убили. Понял. А можно войти? Я так понимаю, что родители здесь не часто бывают, да? Да, это их бесит. А ты когда в последний раз видел маму? Не помню. А сейчас сколько времени? Пол-первого. Ну, дня имеется в виду. Отец? Отец где? Он в командировке на конференции. Понятно. Телефончик дать сможешь? Да, сейчас. Ир, что сегодня с тобой такое? Я увидела Вовчика с той женщиной. О, Господи. Ты что, к ним опять домой нагрянул, что ли? Я видела их на точке. Там, где наркотики продают. Она не его любовница, она наркодилер. Она подсадила его, тварь. Подожди. Ну, я надеюсь, ты ее задержала? Ты понимаешь, из дома ушел. Он просто не хотел меня втягивать. Ир, ну, вообще, ты сотрудник полиции. Так, дай сначала во всем разобраться. А оперу я всегда успею включить. Это произошло вчера. Примите наши соболезнования. Мы можем с вами встретиться, поговорить? Аркадий? Аркадий, вы нас слышите? Связь, что ли, оборвалась? Аркадий? Я слышу. Я сейчас в Питере. А вы можете приехать? Завтра буду. Хорошо, спасибо. Это мне одной кажется, или семья не очень-то скорбит? Ну, видимо, мне одной, потому что тебе сейчас все по барабану. Слушай, может, я как-то непонятно объясняю, но у меня муж наркоман. И мне сейчас хреново. Слушай, ну я позавчерашний вечер тоже не в спа-салон, знаешь, провела. Этот Истомин мог меня убить. Дура, что ли? Я не убивал. Потому что вас успели остановить. Это была уже вторая попытка. Говорю же, я впервые увидел его в больнице. А зачем вы туда пришли? Заболели? Этот подонок, он спал с моей женой. Которую вы тоже не убивали. И вот так битых 2 часа. Он не отрицает, что пытался отключить систему жизнеобеспечения. Нормально? Еще бы он отрицал. Но упорно отказывается признать наезд на Качалова и убийство жены. А Олег что? Врачи считают, что он пока еще не готов к даче показаний.
У наших тутаевских коллег руки связаны. У них, да. Но мы-то имеем право навестить сотрудника? Навестить сотрудника? Ты серьезно? Ты кого обманываешь? Славика? Он поверит. А мы с тетей Валей нет. Хорошо. Что ты скажешь Качалову? Ты сцену ревности ему устроишь, да? Ты будешь выглядеть просто жалко. А зато ты выглядишь солидно, прикрывая своего мужа Нарика. Прости. Но я правда буду говорить с Олегом по делу. Слышишь? Можешь не верить, может, мне нет, а я хочу только одного – найти настоящего убийцу. Так, а почему меня никто не встречает? О, Господи, Ира. Да, слушай, Володя же все купил. Купила? Или я купила? Что? Так, смотрите, что у меня есть. Спасибо. Да что это у вас такое? Папа подарил мне и Стёпке. Это все с чего? В честь окончания учебного года, потому что закончили без троек. Как закончили? Что, май уже, да? Хорошо, раз папа подарил. Австралийская сумчатая, 6 букв. Первое Е. Ехидна. Кто ехидна? Подходит. Юль, прости, но я правда ничего не помню. Закругляйтесь. Хорошо. Справляйся. Юль, не надо больше приезжать. Хорошо, но только ты мне тогда объясни, что все это было. Да ничего не было. Захотелось адреналина. А Ольга, она... То есть ее звали Ольга. Понятно. Я очень виноват. Лерик, я понимаю, что ты очень много пережила за последнее время, но я не знаю, смогу ли я простить тебя. Я не прошу меня прощать. Я не хочу, чтобы ты приезжала сюда. Юль, ну ты же умная женщина. Отличный опер. Я не тот человек, который тебе нужен. Мне просто нравилось спать с тобой. Слышь, он даже не вздумал оправдываться, а наоборот. Мама? Юля, ну, наконец-то. Ну, извини, просто некому было отдать. А мы с папой решили поехать отдохнуть. А ты же вечерами все равно дома одна. На, держи. Тихо, 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 тихо. Ой. Ну вот. Да. Я классическая старая дева с кошкой. Это кот. Иннокентий. Так, это что такое? Ну-ка, ты плачешь? Это из-за Олега. Подожди-ка. Он что, тебя ударил? Нет, ну, мама. Так вот, я все поняла про этого Качалова. Он как твой этот предыдущий. Он просто не готов к браку. Ну ладно, Он ладно. готов точно. Дозреет еще. Ну, девочка, ну, успокойся. Ну, подожди. Не надо плакать. Ничего. В конце концов, и тебе должно повезти.
Это листовки Бабурина. Их нашли, разбирая кабинет убитой. Держите, пожалуйста. Остановите конвейер смерти. И эту мысль он хотел донести до владелицы свинофермы. Это все равно, что пытаться обратить в вегетарианство Николая Афанасьевича. Ну, вряд ли Бабурин заранее проанонсировал убийство. По крайней мере, на клинического идиота он точно не похож. Итак, Бабурин Петр Викторович, 1976 года рождения. Зеленый активист, известен своими провокационными акциями. В 2014 году незаконно проник в цирк и выпустил из клетки дрессированных голубей. Хорошо, не тигров. А сам запер себя в их клетке. Были еще акции в пушном хозяйстве и на молочной ферме. Убийство Чекан, в принципе, вполне вписывается в логику действий этого Бабурина. Так забивают скот. Да ерунда все это. Какие только языком болтать. Пойду я. Погодите. Николай Афанасьевич, а как вам вот эта листовка? Смотрите, рулька, окорок, грудинка, шейка. Креативно. Ой. Вас, наверное, удивила моя вчерашняя реакция, да? Это был шок. Ну, я так поняла. Мы с Надеждой немного повздорили перед моим отъездом. Прям серьезно поссорились? Ну, не настолько сильно, чтобы пойти на убийство. Галка! Извини. Вот заключение экспертизы. Якубов сказал, что предпочитает молочные со сливочной начинкой. Что? Все, стоп, извините, продолжайте. Ну, дверь-то закрой, Славик! Ага. Я забыл оплатить коммунальные платежи. Она нашла квитанции и ужасно расстроилась, рассердилась. Часто ссорились? Мы с Надей были разными людьми. Слушайте, вы так это спокойно говорите. Вы не боитесь, что это будет использовано в качестве мотивации? Нет. Нет, а ее же в субботу вечером убили. А я в пятницу уехал, вот. Это программка конференции. Так что я физически не мог этого сделать. Программка это предусмотрительно, да. Это что? Это что такое? В чем дело? Да, не трогайте. Тут нужна экспертиза. Угу. Что это, краска или пыльца? Стойте. Славик! Петр, мне очень близка ваша позиция, ваш творческий подход и то, с какой страстью вы отстаиваете свои принципы. А что это? Вот и нам интересно, что это. Совпадение или… Вы думаете, это я ее убил? То есть вы в курсе трагедии? Да весь город в курсе. А вы вызвали только меня? Из-за этого? А как я, по-вашему, смогу донести до людей свои мысли? Только затронув их болевые точки. Но я никогда не причиню боль живому существу. Вот, пожалуйста, видите? Видите? Вот, это я. Вот, пожалуйста. Вот. Посмотрите, посмотрите. Вот. Петр, я не сомневаюсь в вашей любви к животным. Я сама кошатница. И, смотря на своего Кешу, мне иногда складывается впечатление, что животные намного лучше людей. Хорошая попытка. Но знаете, в отличие от вас, я и людей люблю. Я за всю свою жизнь мухи не обидел, а вы на меня убийство человека вешаете? Фестиваль Холли? У меня в субботу оттуда дочь вернулась, вся перепачканная. Ну, хорошо. Я там был. Вернулся в обед 3-часовым поездом. Жене сказал, что в пятницу.
Вот мы еще выясним, где вы были на момент ее смерти. Я был в поезде, у меня сохранился билет. Да я не сомневаюсь. На самом деле нас интересует, где вы были в ночь с пятницы на субботу. Я был у своей знакомой. Ну, давайте нам ее координаты. Нет. Она замужем, я не позволю сюда ее впутывать. Ну хорошо, я не буду настаивать. Пока. Послушайте, вы, конечно, считаете, что причиной моей ссоры с женой была вот эта связь, а это не так. Знаете, что такое брак с 20-летним стажем? Вы знаю. Ну вот и не пытайтесь выискивать тут шекспировские страсти. Простите, вы кто по профессии? Социологию преподаю. А я преступников ищу. Я же не даю вам советы, как лекции читать, хотя у меня богатый педагогический опыт. Давайте экспертизы дождемся. Женщина-то она была неплохая, вежливая, но домашним спуску не давала. У нас услышимость хорошая. Как же она на мужа своего кричала. Ой, мы все оглохли, такими матюками крыла. И на сына тоже кричала. Никогда этого не понимала. Сама его таким вырастила. Кого теперь винить? В общем, что тут скажешь? Деньги портят человека. Взрослый парень, а у родителей на шее сидит. Он один раз и ко мне заходил деньги занять. Жаловался. У матери свой бизнес, а он без копейки. Но я Надю никогда не осуждала. Странная история. На работе наши жертву все боготворили, а дома ее считали сущим монстром. Да неудивительно. Оба вот где у нее сидели. Кому такое понравится? Вот моя Тамара покойная была. Слушайте, каждый из них мог претендовать на наследство. Там фирма такие доходы приносила. А что идейный враг? Ну, он псих, конечно, но для убийства жидковат. Понятно. Ну что ж, в таком случае надо будет найти любовницу мужа и проверить финансовое состояние каждого члена семьи. Всем понятно? Ага. И нормально, да? Нашли тоже крайних. Хватало же у него совести. Жил на Надины деньги, и ее же еще и попрекал. Мол, они плохо пахнут. А дело, между прочим, вместе начинали. То есть? Ну, они вдвоем взяли кредит. Аркаша быстро сдулся. Предприниматель из него никакой, и Надя продолжила дело сама. Ага. Одна всю семью тянула. Муж профессор, а толку-то? Скажите, а вы знали, что Аркадия другая женщина? Нет. А я бы не удивилась. По виду кобель. Зоя Ивановна, вы ничего не знаете. Зачем сплетни разносите? Елена Викторовна. Да. Вы же были близки с Надеждой. Она не выражала никаких сомнений по поводу своего мужа. Нет, она была очень сильной. Все держала в себе. Угу. Ну что, у вас есть еще ко мне вопросы? Можно бутылочку выпить, пожалуйста? Нет, спасибо, мы. Счастливого пути. Я все-таки не понимаю, зачем женщины это делают. Лучше уж одной, чем с таким мужем. Знаешь, и Надежда могла прийти к такому же выводу. И тогда этому Аркаше было бы выгодно скорее от нее избавиться, чтобы не делить имущество после развода. Она бы его без штанов оставила. Пойдем, пойдем. Тебе не показалось, что там именно слишком быстро свернул разговор, когда речь пошла о любовнице? Елена-то? Угу. Да нет, слушай, зачем ему менять шило на мыло? Слушай, вообще многим мужчинам полненькие нравятся. Ну, к примеру, Маховцу. Да Маховец на всех женщин смотрит. О, а вот и оно, кстати. Нет, если ты настаиваешь, что между вами особая связь, вот иди и сообщи ему, что у нас нет ни одной зацепки. А здесь у нас, деточки, ой, морозильная камера.
Деточки, деточки. Ой. Что это? Кто-то из детишек записал во время экскурсии. Это нормально? Я спрашиваю, нормально? Все это было в свободном доступе. Это еще не все. Дальше. Смотрите. Жаль, конечно, женщину, но все закономерно. Ты убиваешь, тебя убивают. Пишет некий Петр Бабурин. Да это безобидный мужик. Мы эту версию уже отработали. Безобидный? Смотри. Заходим на его страницу. Смотри, смотри. Когда вы едите мясо, помните их глаза, которые наполнены слезами. Пусть эти слезы станут поперек вашего горла. Убийца! Он что, Медин? Поднимите, берите мясо! Пожалуйста, мясо! Значит, вы любите убивать! Они наши братья меньшие! Вы все убийцы! Что ты мямлишь? Дожмите его. Нам нужно резонансное дело. Ясно? Мозги! Ваши мозги тоже могут стоить, пожалуйста, 93 рубля за килограмм! Попробуйте тоже свои ребрышки, копченые! Может быть, очень вкусно! Здравствуйте, тоже любите мясо? Попробуйте свою печень! Слушай, говорят, что не нравится, да? Не нравится, убейте! Вот еще И что это доказывает? А то, что ваш образ защитника животных достаточно радикален. Вот что вы делали в эту субботу? То же, что и всегда. Убивал женщин и засовывал их в холодильник. И я так каждый уикенд развлекаюсь. Что не очень смешно. Да вообще ни капельки. Вам нужна алиби? Угу. Хорошо. Вот, пожалуйста. Ты вы, что ли? С отцом на прудах. У него лицензия на платную рыбалку. Нормально. Защитничек, а? А говорила, мухи не обидят. Мы с отцом не виделись 20 лет. Он нас оставил с мамой, когда мне было 16. А это наша первая встреча. Не, вы не думайте, я от этого не получаю удовольствия. Просто я не мог отказать отцу. Я вас понимаю. Все-таки родственные связи важнее принципов. Я дам телефон отца, он подтвердит, только пусть это останется между нами. Иначе делу всей моей жизни конец. Могила. Да. Чего только не сделаешь ради близких, да? Ты сейчас на что-то конкретное намекаешь? Я? Нет, что-то я так. Вспомнила про кошку, которую мне мать подкинула. Ты знаешь, от нее столько... Хватит, а? Ты думаешь, я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать? Я тут погуглила. Оказывается, твой Вовчик, как ветврач, он имел доступ к кетамину. Да неужели прогуглила она? Ты хоть знаешь, как ветеринаров прессовали с этим лекарством? Ты знаешь, какую борьбу им пришлось вынести, чтобы оперировать животных без боли? И что? Добились своего? Добились. И Вовчик неоднократно подписывал петиции в защиту препарата. Ир. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь, чтобы я предала своего мужа? Интересно, как бы ты поступила, если бы у тебя... Если бы у меня был муж, ты как мать родная. Ты тоже умеет дать поддых. Здесь все данные по карте убитой, которая, кстати, при ней не обнаружена. Последняя операция в 17:36, онлайн-покупка на 20 тысяч в магазине электронной техники.
И к тому моменту Чекан была уже мертва. Значит, точно сынуля. Не мог сын убить родную мать. Даже за 20 тысяч рублей. У него была интернет-зависимость. А любая зависимость, как мы знаем, меняет человека до неузнаваемости. Я видела его игры. От таких игр у кого угодно крыша поедет. Ну почему? Я вот тоже играю, и ничего. Крыша на месте. Уверен? Откуда у тебя ее карточка? Что, не будешь говорить? Ну, хочешь, мы тебе поможем. Мама лишила тебя финансирования. Ты приехал к ней на ферму, вы поругались. И в порыве ссоры ты убил ее, забрав у нее вот эту карточку. Я не убивал ее. Ну ладно. Поговорим в отделении. Пошли. Подождите. Я действительно брал у нее телефон и карточку. Телефон? Да, чтобы получить смс-ку с паролем к оплате. Так, уже теплее. Вот откуда у нее старая модель телефона. У мамы всегда есть телефон запасной, потому что она часто их теряет. Утром я сделал заказ по вот этой карточке. И хотел ее отдать маме, когда она придет, но она не пришла. Утром? Но покупка была совершена 5:30 вечера. Я всю ночь играл, я не помню, во сколько я уснул. Ты уверен, что ты был всю ночь один? Конечно, с кем же еще? Подождите. Вот, я проснулся в 16:30. Что это? Это калькулятор сна, он постоянно мониторит мой сон и будет в подходящий момент. Мама, правда, говорила, что это дурь несусветная. Я так скучаю по ней. Когда могу я его увидеть? К сожалению, сейчас мы тебе не можем это разрешить, пока идет следствие. Где твой папа? Он вообще дома не появляется. Ему пофиг. Всем на ней пофиг. Всем пофиг, что ее нет. Что, везде по нулям? Ну да. У Бабурина алиби, а Стас в это время спал. Вот как, с одной из вас. Иначе откуда вам знать? У нас есть данные приложения его телефона, и там зафиксировано время его пробуждения. Круто. Можно еще селфи использовать в качестве доказательства. Вы что за детский сад устроили? Пацана сюда тащите и выбейте из него признание. Это не он, я уверена. Да я тоже. Ну все, у меня нет вопросов, я могу быть спокоен. Бабу убили, как свиную тушу в холодильник затащили. У нас ни свидетелей, ни подозреваемых. Слушайте, если так все затягивается, может, похороны разрешим? Я думаю, это возможно. Якубов все, что нужно, уже проверил. Ох. Это значит да? Да. Спасибо, а то парень совсем извелся. Да при чем тут парень? Вот я тут в нем покопался. Посмотрите последнюю запись. Напомните Антоше про 8 миллионов. Денежный долг? Среди его контактов нет ни одного Антона. Так что давайте отправляйтесь на кладбище и в 4 глаза наблюдайте за скорбящими. Ух! Трехочковый. Ну да. Николай Афанасьевич. Афанасьевич? Проследи за дамочками, чтобы делов не натворили. Хорошо? Спасибо. Ты в порядке вообще? Да. Ну, слава богу. Белочка.
А я ведь тоже здесь Тому свою похоронил 8 лет назад на этом самом кладбище. Сейчас понял, что я 2 года не был на ее могиле и даже не помню, где она, и номер участка забыл. А вам не кажется, что их объединяет нечто большее, чем скоро? 47. Что? Я отойду. 47-й. Чего 47? Я говорю, участок 47-й, я отойду. Аркадий, Аркадий. Извините, пожалуйста, можно вас на минуточку? Проходите, там еще есть место. Примите, пожалуйста, наши соболезнования. Надежду Александровну все любили, и столько цветов. Ну, это Лена. Ленина заслуга, это она все организовала. Ну, вот, а я, видите, ее недолюбливал всегда. Это взаимно было. Она считала, что я нахлебник. Ну, правильно, правильно. Надя все на своем горбу тянула. Скажите, а вы случайно не знаете, чей это венок? Там еще написано «Белки от Антоши». Это от Лены. Аркаша, А? мы тебя ждем. Да. А почему именно «Белки от Антоши»? Ну, это клички их были школьные, они так друг друга называли. Аркадий, а вы знали, что Елена была должна вашей жене крупную сумму? Да я не удивлен. Это Надя все время всем давала в долг. Меня простите, пожалуйста, мне надо ехать. Меня подруга обещала подвезти. Пережить бы этот день. Антоша – это от моей девичьей фамилии. Антохина. А Надя Беляева. Белочка моя. Она была мне как сестра. Примите мои искренние соболезнования. Действительно, такая дружба, тем более между женщинами, большая редкость. Я вас, собственно говоря, зачем позвала? У следствия появилась зацепка. Мы в морозилке нашли длинный светлый волос. И полагаем, что он может принадлежать убийце. И я, собственно говоря, подумала про Стаса, у него же длинные волосы. Но эксперт сказал, что волос обесцвечен. Господи, да вы же не думаете, что мальчики красят волосы? Да вряд ли. Это мы, женщины, готовы над собой экспериментировать. Да? Что она несет? Какой еще волос? Так, ты вот что, зайди туда и… К счастью, сохранилась волосяная луковица, и можно сделать анализ ДНК. У меня не было выхода. Простите? Надя взяла кредит в банке на новое оборудование. Подошло время выплаты. Она потребовала вернуть долг. А у меня не было таких денег. Я всю жизнь от нее зависела. Я стелилась перед ней. Только не думайте. У меня не было выхода. Как говорит
говорится, не делай добра, не получишь зла. Господи, Господи, прости меня. Надя, Наденька, ну что же я наделала? Что я наделала? Слушай, последняя бомба просто. Женщина, ты меня так обильно не кормил. Ты похудел, что ли? Ешь, пожалуйста. Слава богу, в клинике дела идут хорошо. Именно поэтому ты детям такие дорогие подарки даришь? Нет, я по ним просто очень соскучился. И по тебе тоже. Так, вот это попробуй. Это от шеф-повара муравейник. Что-то какой-то особый рецепт там. Спасибо. Наверное, кучу денег стоит. Мне для тебя ничего не жалко. Спасибо. Ешь. Ты так и не сказала, о чем хотела со мной поговорить. Просто соскучилась. Работать надо. Ладно. У тебя новая машина? Ну, надо же мне на работу на чем-то ездить. А, это ты на больных собачках заработал? А я думал, что мы хоть сегодня обойдемся без следопытства. Тебя не поймешь. Мало зарабатываешь – плохо. Много зарабатываешь – еще хуже. Ладно, Ир, мне нужно ехать. Конечно. Чего так мало? Это кетамин. Это вам не сахар. Сколько смог, столько достал.